Здравствуйте, дорогие друзья! Я сказочница. Сегодня я расскажу вам свою сказку «Крольчонок и попугай». В одном городе жила-была девочка Настя. Она очень любила животных и даже умела с ними разговаривать. Изо дня в день девочка убеждала своих родителей, что все звери и птицы знают наш человеческий язык и даже говорить умеют. Людям надо быть лишь внимательнее, чтобы прислушаться, что же говорят братья наши меньшие. Мама с папой только улыбались в ответ, но никак не могли в это поверить. Однажды, когда девочка училась в 1 классе, родители подарили ей живого декоративного кролика. Настя давно мечтала о таком. Это был еще детеныш, маленький пушистый крольчонок. Настя стала ухаживать за своим новым питомцем и стала его называть Проша. Крольчонок подрастал. Наступили летние каникулы, и родители отправили дочку погостить в деревню к бабушке. Расставаться с крольчонком Насте не хотелось, и она взяла с собой клетку-переноску с пушистым обитателем. Бабушка была очень рада приезду внучки, встретила ее в своей избушке и поселила в маленькой спаленке. Кролику тоже отвели местечко. Клетку с питомцем поставили на комод рядом с кроваткой Насти. Бабушка долго дивилась и любовалась маленьким зверьком. Прошку выпустили побегать по полу, и крольчонок стал изучать новое место. Пока бабушка с Настей пили чай, ушастый забился под кровать, порвал в клочки старую газету и принялся грызть бабушкин домотканный половичок. Проказника отправили снова в клетку и решили выпускать теперь только под присмотром. 2 дня Настя гуляла по деревне вместе с бабушкой. В первый день они пошли к соседке-старушке за козьим молоком. Настя успела побеседовать с козочкой и козлятами и покормить их капустными листьями. А когда возвращались домой, к девочке подбежал соседский петух, и она угостила его орехами. На второй день бабушка позвала с собой Настю за водой. «Пойдем, Настенька, увидишь, как у нас под горой ключик бьет». «Какой же ключик? Золотой?» – хитро сощурив глазки, спросила Настя. «И кого же он бьет?» На самом деле Настя знала, что ключик – это водный источник. Просто она так остроумно пошутить решила. А бабушка серьезно ответила: «Ключом мы в деревне называем место, где из-под земли чистая питьевая вода бежит. Есть и другое название – родник. Мать-земля его рождает. Этот бурный поток свежей, чистейшей воды. Капелька за капелькой собирается водиться в глубинах земных. Матушка-земля бережно очищает воду от всех примесей, через песочек фильтрует. Вот ее уже наберется столько, что выбивается вода на поверхность, то есть бьет. Издревле люди селились возле таких источников, чтобы запасаться пригодной для питья водой. Там и обживались, и продолжали род свой. Отсюда слово «родник». Бабушка взяла большое ведерко, а внучке протянула бидончик, и отправились они по воду.
осторожно спустились с высокого склона, подошли к ключу и увидали там какого-то местного старичка, отмывающего в воде ведра от глины. «Да это же наш деревенский печник Прокофий!» – воскликнула бабушка. Поздоровались они со старичком, разговорились. Стал печник, как обычно старикам подобает, расспрашивать бабушкину гостю о том, о сём, как учишься, слушаешься ли папу и маму. Заведя беседу, старый мастеровой все возился с ведрами, а бабушка с Настей пока присели рядышком на лавочку. Кто-то заботливо построил там для отдыха эту незатейливую скамеечку из березовых бревнышек. И Настя стала любоваться искрящимися на солнце брызгами ключевой воды. «Дедушка Прокофий, — спросила вдруг Настя, — а отчего водный источник еще называют ключом?» Старичок-печник в это время вымыл начисто ведерки, набрал в них воды для хозяйственных дел, сам умылся и присел на приступочек отдохнуть. Призадумался старичок и ответил Насте: «Ключ, верно, от слова «клокочущий». Прислушайся, как вода клокочет. Силу она в себя включает, живительную. А брызги-то, ты посмотри, вздымаются прямо к солнцу, к лучу». Принесли бабушка с внучкой домой ключевой воды. Стали обе хозяюшки обед готовить, а после Настя все с крольчонком своим занималась. Так прошел незаметно второй день. А на третий день рано утром бабушка разбудила Настю и говорит: «Вставай, Настенька, проводишь меня в путь-дорогу, калитку за мной закроешь и вернешься домой. Изнутри избу запрешь и сиди меня жди. Я тебе на столе завтрак оставила». «Куда же ты, бабуля?» – спросила Настя, потягивая своей кроватки. «Поеду я, внученька, на ярмарку в соседнее село. Туда сегодня с многих российских городов продавцы да умельцы съедутся. А из города Иваново фабричные люди всяких тканей привезут. Ситца я хочу красивого купить, платьев тебе летних нашью. Будешь нарядная по деревне бегать». Настя быстренько надела ботиночки на босу ногу и пошлепала проводить бабушку до калитки. «Ты не скучай, — приободрила ее та, — я к обеденному времени вернусь. А ты пока книжки читай, порисуй в своем альбоме. Надоест, можешь на крылечке посидеть или в саду вокруг дома погулять. А за ворота не выходи. И за Прошей своим приглядывай. Покорми пушистика морковкой, водицы свежей ему налей. А из клетки крольчонка не выпускай». Проводив бабушку, закрылась внучка, как и было велено, в избушке. Спать ей больше не хотелось, она умылась, причесалась, приоделась и кроватку свою заправила. Вот теперь можно и позавтракать. Но сначала надо Прошеньку покормить, решила девочка. Смотрит, а у крольчонка вся клетка замусорена. «Эх ты, бедолага, — сказала Настя, — надо у тебя порядок навести». И собралась юная хозяюшка почистить кроличью клетку. Выпустила она Прошу на пол, посадила на бабушкин домотканный коврик. «Ты сиди смирно, по дому не бегай, а я схожу на ключик, клетку твою родниковой водой промою, а после и завтракать будем». Тут вспомнила городская гостья бабушкин наказ: «За ворота не выходи, из клетки крольчонка не выпускай».
«Ну, ничего страшного не произойдет», – подумала Настя. «Я мигом вернусь. Уходя, дверь в доме плотно притворю, чтоб крольчонок вдруг не выбежал, и калитку запру на затвор. Быстренько вымою клетку в ключевой воде, возвращусь и на крыльцо поставлю. А пока клетка сушится, свежей травки нарву для своего крольчонка, душистого клевера, сочного одуванчика». И девочка решительно шагнула за порог. Вышла на крыльцо и тут увидела, как посреди двора чья-то деревенская кошка за воробьем охотится. А воробушек шусть и на ветку спорхнул, а с ветки и вовсе улетел и был таков. Девочка на воробья отвлеклась и дверь в избушке открытой оставила. Вот она уже с клеткой в руке из ворот вышла. Стал калитку за собой закрывать, а тут, откуда ни возьмись, петух соседский как взлетит на забор и закукарекал: «Кукареку, девочка, дай мне орешков». У девочки в кармане осталось 3 орешка. Она их петушку и отдала, а сама калитку-то закрыть забыла. Подошла Настя к ключу, а там какой-то мальчик у воды плещется. Присмотрелась, вот удивительно, он тоже клетку принес, чтобы в ключе вымыть. Только клетка была птичья. «Здравствуй, мальчик», — сказала Настя, — «как тебя зовут и кто в этой клетке живет?» Познакомились они, разговорились. Так Настя узнала, что мальчика зовут Вася, а в клетке у него живет волнистый попугайчик, который пока один по дому летает. Забавные оказались совпадения. Вася тоже гостил в деревне у своей бабушки и приехал сюда вместе с пернатым питомцем. Мальчик был ровесником Насти, жил в том же городе, только учился в другой школе. К тому же выяснилось, что Васина и Настина бабушки подруги, и они сегодня вдвоем за компанию уехали на ярмарку. Дети тотчас подружились и долго еще беседовали возле ключика. Уже солнце стояло высоко на небе, как они спохватились и стали расходиться по домам, договорившись после обеда встретиться. А все это время крольчонок Проша ждал Настю, заскучал уже, есть пить захотел. Начал по дому из угла в угол бегать. Смотрит, а дверь приоткрыта и оставлена. Стало любопытно зверьку, что там во дворе. Девочка говорила, что возле бабушкиной избушки густой зеленый сад растет. Там много высокой травы и фруктовых деревьев. Девочка даже обещала вынести Пушистика на лужайку, воздухом подышать. Робко выскочил домашний обитатель на крыльцо, смотрит вдаль, не идет ли Настя. Да и прыг-скок по ступенькам вниз, а кругом трава-мурава пышным ковром расстилается. Захотел крольчонок в травке поваляться, а тут снова кошка по двору проскочила. Крольчонок испугался кошки и стремглав за калитку. Кошка была за ним, но тут вмешался соседский петух. «Ко-ко-ко! Не трогай зверька! Это Настин крольчонок, она добрая девочка, орехами меня угощала. Не дам в обиду ее любимца». Кошка петушка послушалась и от крольчонка отстала. А ушастый от страху уже несся во весь дух. Бежал он по тропинке и не заметил, как в чистом поле очутился. Оглянулся, а деревня вдалеке осталась. Бабушкина избушка едва виднеется. Надо бы возвращаться. Кошка уже, наверное, ушла, а девочка вот-вот вернется. Волноваться будет. Вдруг
Слышит крольчонок, кто-то весело играет в траве. Присмотрелся, а это два зверька на него похожих, только уши у них подлиннее и ноги покрепче. Увидали его зверята и спрашивает: «Ты кто такой?» «Я крольчонок», — ответил им Проша. «Я домашний, декоративный. Живу я в городе у девочки Насти, а сейчас мы гостим у Настиной бабушки. Вон там ее избушка». Крольчонок кивнул мордочкой в сторону деревни. «А мы зайчата», — ответили двое длинноухих братцев. «Мы живем с мамой-зайчихой вон в том лесу, прям под кустиком до травки». Зайчики указали лапками в сторону зеленой рощицы. «Хочешь с нами играть?» – спросили зайчата. Побежали наперегонки. Поскакали зайцы по кочкам, по маленьким кусточкам, и наш крольчонок бежит, старается не отставать. Да непривычно ему, и лапы у него не такие сильные. «Ой, зайчики!» – кричит он. «Постойте, сил больше нет бежать, утомился я, есть пить хочу». Зайчики остановились. Сели зверьки все втроем на полянку возле леса, а там земляничка растет. Полакомились они спелыми ягодками, а все равно земляникой голода не утолить. «Пойдем к нашей маме», – предложили крольчонку братья-зайчата. «Мы тоже проголодались, она нас всех обедом накормит». «Нет», – сказал Проша, – «мне домой пора, меня девочка Настя искать будет». Повернул крольчонок головку, смотрит, а деревни-то и не видать. Далеко они ускакали, и в какую сторону возвращаться он не знает. «Мы, кажется, знаем!» – закричали ему зайчата. «Мы тебя проводим!» «Не могу я идти, сил нет!» – почувствовал вдруг домашний питомец. «Я даже не завтракал еще!» И заплакал он, утирая лапками мордочку. Зайчики стали думать, чем же помочь новому другу. Пригорюнились все трое зверьков, комочки сжались. Вдруг они увидали, что по полю бежит крупная зайчиха. «Это ваша мама?» – спросил крольчонок, вытерев слезки. «Нет, это не мама, это мамина подруга, тетушка Пелагея!» – воскликнули оживленно зайцы. А зайчиха уже подбегала к ним, заприметив длинноухих среди травы. «Что ж вы, сорванцы, домой не идете?» – сходу запричитала тетушка, обратившись к двум зайчатам. «Вас мать ждет, не дождется. Она меня прислала предупредить. Волк по лесу бродит. А ну, живо домой!» Тут зайчиха разглядела в траве еще одного маленького пушистого зверька. «А это кто с вами?» С удивлением покосилась она на крольчонка Прошу. «Это наш новый друг, крольчонок», – стали объяснять зайчата. «Он домашний, городской, а на лето в деревню приехал. Заигрался он с нами в поле, дорогу к дому потерял. А мы ему подсказать хотели, только устал он, сил идти нет. Он даже позавтракать не успел. Да и мы тоже голодные. Вот такие дела». Тетушка Пелагея покормила всех троих зверят сытным молочком. Ушастые детеныши немного приободрились. «Спасибо, тетушка Пелагея. Ну, теперь мы можем и в путь отправиться, проводить крольчонка в деревню», – сказали братья-зайчата. «Нет», – забеспокоилась зайчиха, – «лесным зайцам в деревне делать нечего.
Сколько там нашего молодняка нашкодило, яблонь в садах погрызла. Разозлились теперь на нас, зайцев, охотники, из ружья могут пальнуть. Вот что, придумала зайчиха, я сейчас к своим деткам спешу, а по пути мимо лесной сторожки пробегать буду. Попрошу лесника, чтоб он помог вашему новому товарищу. А вы сидите здесь, молвила назидательно Пелагея, скосив глаза на лесных сородичей. А уж если волк появится, то бегом к своей матери зайчихе. Да крольчонка одного не оставляйте, со всех ног, но пусть с вами бежит. Поняли? Поняли, ответили зверята. Ускакала зайчиха, а ушастые зверьки все втроем в травке уселись, отдыхают. «Волк!» – вдруг крикнул один из зайчат, и оба братца-зайчонка, забыв о друге, пустились наутек. А наш крольчонок Проша рад бы побежать, но от испуга и сдвинуться с места не может. Зарылся он быстренько в норку. Сидит, и сердечко у него от страха тук-тук-тук. Слышит он над собой топот ног. Видать, волк уже приблизился, а с другой стороны еще чей-то топот раздается, да такой быстрый. Неужели второй волк? Вот беда-то пришла. Сжался в комок наш Проша, дрожит весь. Вдруг слышит он какую-то возню, рычание и гавканье. «Да это же собака лает!» — сообразил Проша. «Раф-хаф! Не трогай крольчонка! Я спешу ему на помощь!» Выглянул крольчонок одним глазиком из норки. Видит, как большущая собака только что волка прогнала. «Вылезай, крольчонок, не бойся!» — сказала собака. «Я пес Трезор, а хозяин мой дядюшка Лесник, сторож зеленого царства. Бежала тетушка Зайчиха, просила лесника тебе помочь, а хозяин меня прислал, сам не смог пойти. Представляешь, только что постучалась к нам в окно какая-то диковинная птичка и обессиленно упала на крыльцо. Водички ей дали, а жила птичка, да принялась все про себя рассказывать. Лесник пока птаху выхаживает, я бегом тебя из беды выручать. Пойдем же, крольчонок, я тебя домой до деревни провожу. Путь не близкий, но я хорошо знаю дорогу». Понеслась собака вперед, а крольчонок за ней еле скачет. Прыгнул раз, прыгнул два, остановился и завопил: «Ой, не могу я, песик, идти! Устал я за день, лапки стер. Непривычно мне, городскому, по лесам да полям бегать». «Раз так, — отвечает ему собака, — садись ко мне на спину, да крепче держись. В один миг тебя к хозяину довезу. Наша избушка неподалеку. А уж лесник тебя в корзинку посадит и в деревню отнесет». Стремглав доставила собака крольчонка к домику лесника, осторожно со спины на травку ссадила. А хранитель леса тем временем на крыльце сидел и с птичкой разговаривал. Крольчонок глазки вскинул, и вдруг узнал он эту птицу. «Да это же попугай Яша! Мы ведь с ним из одного зоомагазина!» Обрадовался крольчонок, но и был удивлен, откуда взялся здесь волнистый попугайчик.
А попугай усталым голоском вещал леснику о своих сегодняшних приключениях. «Долго что-то Вася не возвращался. Я уж заскучал и на подоконник сел. Вдруг ветер подул, и створка в окне распахнулась. А за окном летали воробьи. Позвал меня один воробей, я и присоединился к стае. Полетел я с птицами в поле, поклевали мы зернышек. Вдруг ястреб вверху закружил, разлетелись воробьи кто куда и потерялись из виду. Не запомнил я дороги к дому и полетел, куда глаза глядят. Очутился я в темном бору, лечу по лесу, крыльями из последних сил машу. Смотрю, избушка стоит, подпорхнул я и постучал к вам в окно. Выслушал лесник птицу и с сочувствием покачал головой. Тут он заметил, что его собака кролика с собой принесла. Поднял он осторожно декоративного крольчонка на руки. «Ну, ушастый беглец, рассказывай теперь ты свою историю». Крольчонок Проша поведал ему обо всем, что с ним произошло. Долго ли, коротко ли беседовал лесник с найденышами, а в деревне к тому времени начался переполох. Вернулась девочка Настя, глядь, а калитка у ворот распахнута. Тревожно стало на душе у девочки. Вошла она во двор, клетку на крыльце оставила, смотрит, а дверца в избушке открыта, и крольчонка дома нет. Выбежала она на улицу, направилась к мальчику Васе за помощью, а тот сам ей навстречу бежит, руками разводит. Ой, беда! Вылетел из окна мой любимый попугайчик Яша. Что теперь детям делать? А тут петух к ним подбежал. «Ко-ко-ко! Видел я, как крольчонок от кошки умчался по тропинке вон туда, в поле. А попугая, зеленого попугайчика ты не видел?» – спросил взволнованно Вася. «Нет», – ответил петушок. А тут козочка мимо шла. Видела я стаю воробьиную, а среди них птичку зелененькую, диковинную такую. Куда же они полетели? Вон туда, в чистое поле. Направились дети по следу. А тем временем дядюшка лесник посадил в корзинку кролика и попугая, рогожей прикрыл и понес в деревню. Идет по лесной дорожке, а собака рядом бежит. Вышли они в чисто поле. Вдруг слышат детские голоса. Девочка с мальчиком идут, по сторонам оглядываются, питомцев своих кличут. Подошел к ним дядюшка лесник. «Это не Вася ли с Настей к нам навстречу идут?» «Да, это мы», — ответили дети. «Вот они, ваши беглецы», — сообщает им лесник, приоткрывая корзинку. Увидали мальчик с девочкой своих питомцев, обрадовались, на руки взяли, ласкают любимцев. «Спасибо вам, дядюшка лесник, пойдем мы теперь домой». «Куда ж вы одни пойдете? Мы с Трезором до деревни вас проводим. И питомцев своих сажайте-ка обратно в корзинку. Тут зверья много дикого, да птиц хищных. Зазеваешься
того, гляди, схватит в когти. Направилась вся честная компания полевую дорогою в деревню. Вдруг Трезор вперед побежал, насторожился, уши поднял. «Что ты там увидел, Трезорушка?» «Раф-аф!» – залаял пес. «Только что в деревню автобус с ярмарки вернулся. Люди с товарами да гостинцами по домам спешат. Придут бабушки, а дома-то никого нет. Побегу я, да предупрежу их, чтоб не волновались». «Ну, беги!» Верно учуял Трезор. В деревне в этот час новый переполох начался. Вернулись бабушки домой, а детей-то нет. Выбежали бабуси на улицу. Что делать? Куда их внуки вместе со своими питомцами подевались? А тут к ним и пес Трезор подоспел. Раф, аф. Да это ж собака лесника, сказала одна бабуся другой. Не приставай, Трезор, нам не до тебя, у нас внуки пропали. А собака опять раф, раф. Прислушались они, и как будто среди лая и гавканья человеческую речь услышали. Там в поле ваши внуки, аф, аф, братьев своих меньших спасать пошли. Берите клетки и идите за мной. Послушались бабушки Трезора, прихватили клетки и пошли за собакой вслед. А внучата их тем временем в сопровождении лесника приближались к деревне. Всю дорогу дядюшка лесник вел с детьми беседу о правилах поведения и об основах безопасности жизни. Крольчонок с попугайчиком сидели в корзинке и тоже слушали. Повадно им было вдвоем. Они ведь еще в зоомагазине подружились, а теперь и век не расстанутся, будут друг к дружке в гости ходить. Вот и деревня видна, и собака навстречу мчится, а вслед за ней запыхавшиеся женщины. Подбежали они, каждая своего внучонка обнимает, а потом все вместе обнялись, радостные, что все живы-здоровы и что все благополучно закончилось. А ведь могло все быть гораздо хуже. Принялись было бабуси отчитывать детей за непослушание, да дядюшка лесник попросил за них слова. Не ругайте их, сударыня, и не наказывайте. Пожурил я уже детвору достаточно. Поняли ребята свои ошибки и впредь будут умнее. А вообще-то они оба добрые и смелые, и мальчик, и девочка. Тут дети рассадили питомцев по своим клеткам, да и всем по домам пора. «Куда же ты, добрый человек?» – воскликнули бабушки, увидев, как лесник с собакой собираются уходить к себе в зеленые угодья. Стали обе женщины благодарить лесного хранителя и его верного пса. Каждая спасателей в гости к себе на обед приглашает. «Спасибо, да как-нибудь в другой раз», – отвечает им лесник. «Спешим мы сейчас с Трезором, нам еще волка поймать надо». «Неужели вы его застрелите, дядюшка лесник?» – тревожно воскликнули дети. «Нет, ребятки, это еще молодой волчок, пусть себе живет. Я его в зоопарк отправлю». Весело провели ребята каникулы в деревне, радовали бабушек, помогали им по хозяйству,
о питомцах своих заботились и дружно играли на улице. Дядюшка Лесник с Трезором не раз в деревню заглядывал. То в один дом в гости зайдет, то в другой. Собирался тогда с округи весь честной народ, да заводили хоровод. И сказочница там была, мед квас пила, в печке жарился елец. Тут и сказки конец.